Всем привет! Вы на канале Пара Спиц, с вами Тоня Февралева. Сегодня мы будем учиться вязать скрестные петли. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайки. Так, что такое скрестная петля? Скрестная петля – это та же самая петля, только повернутая. И при провязывании получается вот такой вот рисунок. Он отличается вот обычная петля и вот скрестная. Отличие налицо. Что я могу сказать про эту петлю? Эта петля, такой вид петель, он более выделяется, то есть здесь более однородно выглядит полотно, тут такое более фактурное полотно получается. Плюс петля смотрится объемнее. То есть, если будете использовать такую петлю где-то в узоре, тоже имейте в виду, что она более объемная. Если вам нужно выделить лицевыми какой-то узор, допустим, там косу, то имейте в виду, что вот простой петлей, наверное, будет лучше выделять. Вот смотрите, даже вот у нас тут изнаночные, и вот на фоне простой петли изнаночные выделяются лучше, чем на фоне скрестной петли. Поэтому тут есть свои нюансы. Как мы будем вязать нашу петлю? У петли вообще есть две стеночки. Вот она передняя стеночка, вот передняя стеночка, да, и вот она задняя, которая за спицей, да, вот спереди, вот сзади. Обычно, если бы мы вязали простым способом, мы бы вот так вот взяли и за заднюю стенку провязали. Но нам же хочется ярких красок в нашей жизни, сложностей, и мы берем вот так вот за переднюю стеночку и провязываем. В общем, вяжем так, чтобы было максимально неудобно. Вот если вы вяжете петлю и чувствуете, что слишком как-то просто, значит, вяжите другой стороной. Хлоп. Вот видно, как она развернулась, петелька. Расположилась как-то неказисто по сравнению с обычным способом. Вот, еще раз показываю. Снизу вот у нас петелька, вот мы ее так вот расположили руку, и петельку снизу берем и провязываем. И так вяжем до конца. Так, и последняя петелька. Все, мы лицевые провязали. Лицевые петли, провязанные скрестным способом, они туже. Поэтому, когда вяжете, допустим, если вы связали образец простыми петлями, чтобы, да, посмотреть, как себя ведет пряжа, а само изделие планируете связать скрестными, то будет различие в площади вязания. То есть вот эти петли скрестные, они такие вот прям меньше площадь будет, чем вот у обычных петелек. Поэтому учитывайте это, когда вяжете образец. Образец всегда вяжите основным узором. Так, ну что, переходим к изнаночным. Что делаем с изнаночными? Да, собственно, все то же самое. Вяжем максимально неудобно. Первую петельку снимаем, и обычно бы мы ввели вот так вот спицу и провязали бы. Но случай, как известно, не тот. Все должно быть гораздо сложнее, поэтому мы, смотрите, чего делаем. Вот так вот пальчиком помогаем, разворачиваем петельку и снизу вот так вот ее за заднюю стеночку захватываем и провязываем. Вот, собственно, провязали. И опять я вот помогаю себе средним пальцем, разворачиваю петельку, стеночку поворачиваю, чтобы было легче провязывать. Сильно не затягивайте, петли вяжутся туже. Пальчиком подвернули петельку снизу,
заехали в нее спицей и провязали. Повернули, зашли, провязали. Повернули, вошли. Так, повернули, петельку спицей вошли и провязали. И так вяжем весь изнаночный ряд. Если у вас есть мысли о том, чтобы связать что-то, какую-то большую вещь таким способом, то храни вас Бог. Это очень тяжело. Устает все, что может устать. Большое какое-то изделие я бы, конечно, не стала вязать. Хотя мне очень нравится, как выглядят такие петельки. Они такие милые. Вот, поэтому... Но оно того не стоит. Чуть-чуть можно, все нет. Так, ну что, вот смотрим, собственно, чего у нас получилось. Вот как выглядит уже в полотне наша петля. То есть, как видите, она, как я уже говорила, более фактурная, более стянутая. То есть ее сложнее вязать, потому что мы ее перекручиваем постоянно. Соответственно, там место воздуха в петле уже становится меньше гораздо. Изнаночная сторона особо не отличается. Изнаночную обычно провязывают для того, чтобы с лицевой стороны петелечки не потеряли своего вот этого скрученного вида. Вот. Ну, что хочу сказать еще. Вязать очень сложно. Если вам дороги ваши руки, ваши чувства, ваше время, не выбирайте такой узор на какое-то большое изделие. Где-то снизу, где-то сбоку, где-то небольшие моменты. Да, а вот что-то такое большое, просто вот устанете, и жизнь будет не мила. Вот еще вам покажу, как эта петля смотрится в резинке. Вот, смотрите. Собственно говоря, в резиночке она смотрится тоже красиво. То есть резинка, как видите, более стянута, вот эта часть, где у нас крестные петли. То есть вот, пожалуйста, все на лицо. Здесь все гораздо шире, чем здесь. Чем именно в резинке она хороша? Что вот такая резинка может растягиваться со временем. После там длительной носки, допустим, будет подрастягиваться и только после стирки опять как бы собираться в нужном виде, то вот это вот такого вида резинка со скрестными петлями, она более упругая, более лучше держит форму. Поэтому вот для резинки я бы, да, посоветовала. Я очень часто для резинки использую именно вот такой вид петель. Вот. Ну что, надеюсь, вам было все полезно, интересно, все понятно. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, все ли вам понятно, все ли вам понравилось, все ли у вас получилось. Я вам буду писать обязательно ответ. Ну, всех целую, обнимаю, ваша Я.